Всем здравствуйте, здравствуйте! Я вас рада приветствовать на моем канале «Путь к себе». И сегодня будет такая интересная тема, во всяком случае она интересна мне давно хотелось сделать такой расклад. И если вам она тоже интересна, то напишите ваши резонансы, комментарии, да, как-то обозначьтесь, что вам тоже это интересно, и мы через какое-то время будем это повторять, чтобы был виден прогресс, так скажем, потому что тема сегодня у нас будет диагностика чакр. Я очень хочу сделать ее не длинной, настолько, насколько это возможно, но посмотрим, скажем так, как пойдет. И если вы не знакомы с чакральной системой, да, вы можете погуглить, почитать более подробно. Сегодня мы будем просто делать диагностику. Если вы не знакомы, опять-таки, с этой системой, можете просто посмотреть, да, какие-то для себя сделать отметки. Так как вариант будет один, мы с вами обязательно посмотрим сигнификацию, да, чтобы вы поняли, что это про вас, что это вы, да, чтобы вы, так скажем, не натягивали сову на глобус в том плане, что не брали какие-то там установки или еще что-то, там, не знаю, какой-то там негатив или наоборот позитив, которого нет, да, то есть если вы в сигнификации узнаете себя, значит вы смотрите дальше. Если вы себя не узнаете, дальше лучше не смотреть. Если вам просто любопытно, можете, конечно, просмотреть, но, скажем так, не рекомендуется. Если вы не узнали себя, хотя бы процентов на 70. Если вы умеете выделять информацию, которая именно для вас, тогда тоже можете продолжать смотреть. Итак, давайте мы с вами начнем с того, что посмотрим вас сейчас. Насколько это, точнее для кого будет это видео. Сразу скажу, я планирую делать расклад исцеляющим, да, в том плане, что я буду использовать руны, если это требуется. Если вы не хотите принимать эти энергии, просто вы не говорите, что вы это принимаете. И наоборот, если вы хотите принять эти энергии, да, вы говорите «принимаю». Я буду об этом напоминать в любом случае. Если вас что-то злит, отвлекает, и вы никак не можете посмотреть, вам слишком долгое начало и все такое, это может быть просто сопротивление, либо не время, либо как-то нужно с этим сопротивлением справиться. Также лучше, конечно, не смотреть этот расклад, когда вы готовите, ведете машину, куда-то едете, да, в какой-то все-таки спокойной обстановке лучше посмотреть, когда вы можете себе позволить расслабиться, да, и принять эти энергии, возможно, подумать над чем-то и получить свои инсайты. В общем, не на бегу. Вы такой человек, неважно, мужчина, женщина здесь, что вы считаете, что за свое место под солнцем нужно бороться, что все достается тяжело, либо тяжелым трудом, чтобы что-то получить, нужно обязательно пахать 24/7, иначе у тебя ничего не будет. Разные степени бывают, да, и ваша вот эта цель, она как будто бы всегда, знаете, где-то там, да,
То есть вот еще я вот это сделаю, и тогда там получу, и вот еще вот это сделаю, и потом поеду, вот это еще сделаю, потом отдохну. Но это потом, оно никогда не наступает. Это как, знаете, вечный двигатель, который сжигает, так скажем, ваш двигатель, который не вечный. То есть вот тут трудоголики такие, люди, которые в голове, да, любят, чтобы у них все было под контролем. Давайте еще пару карт выложим, чтобы не затягивать. Всякие непонятные ситуации, всякие эмоции, вот эти чувства, это вам не то чтобы не знакомо, но вас это либо пугает, либо вам это непонятно. Вы считаете, что либо эмоции это немножко, так скажем, мешает жить, да, возможно, кому-то сложновато радоваться, проявлять эмоции, как хорошие, так и плохие. Так, давайте еще одну. Но очень хочется. Так, это у нас с вами была сигнификация. Вполне можно по ней понять, вы это или не вы. И давайте мы с вами посмотрим теперь по каждой чакре. Сегодня попросилась эта колода, она такая красивая, мне так нравится. Мы сначала это все выложим. Если нужно будет что-то добавить, добавим другой колодой. Точно. Итак, у нас с вами 7 чакр. Давайте смотреть. По 2 карты. Это у нас первая, это у нас вторая. На вторую хочется отдельно, это будет для женщин, это будет для мужчин. Это у нас третья. Наверное, не поместится все. Ну ладно, как пойдет. Это у нас будет 4-я. Так, 1-я. Давайте вот так. 2-я. 3-я. 4-я. На 4-ю 3 у меня попросилось. 5-я. Вам, возможно, не видно, но я потом покажу. 6-я. И сейчас 7-ю положим. 7-я. Так, давайте начнем. Начнем с первой чакры. Вам видно? Да, видно. Здесь у нас с вами первая чакра. Не бывает, скажем так, чтобы она была прям совсем заблокирована, да, я все-таки придерживаюсь такого мнения, что чакра не может не работать, это вот как орган, который, не работает. Если у вас не работает сердце, то вы, скорее всего, уже не живете в этом мире. Соответственно, чакра может либо плохо работать, либо хорошо работать, либо вообще отлично работать. А здесь я бы сказала, что первая чакра, да, которая у нас отвечает за выживание, за границы, она работает слабенько. Соответственно, что у нас здесь может быть? Здесь может быть и нехватка ресурсов, да, в принципе, мы начинали с того, что вы слишком много работаете, анализируете, контролируете,
И, соответственно, здесь оно и показывается, что первая чакра, она, вот видите, сейчас я вам покажу. То есть поток есть, но он вот тут прям, знаете, как такой тоненький вот дымок, наверное, да, видно. И здесь у нас клюв, он слишком сильно голова контролирует первую чакру. Соответственно, здесь могут быть рекомендации о том, что если вы интуитивно где-то будете двигаться, да, где-то больше отпустите контроль, не в том плане, что безбашенно, куда понесло, так туда и понесло, да, здесь, ну, сейчас посмотрим потом на четвертую чакру, интересно, что там будет, и более, так скажем, информативно будет по первой, соответственно, нужно убирать вот эту, возможно, где-то холодность к людям, да, недоверие к людям, да, это тоже все сюда. Сейчас еще одну хочу положить. Недоверие к себе, да, и был недавно расклад у меня, видео по поводу доверия людям, доверия миру, там вот как раз-таки вам будет очень информативно, если будет резонировать, конечно, посмотрите. Да, здесь прям вот не хватает такого какого-то поточного состояния, действий из чувств, да, когда вы действуете, как вы чувствуете. Бывает, вы говорите, я знаю, как это сделать, а бывает, я чувствую, что надо так сделать, да, и вот здесь ум с чувствами, с сердцем, он может быть в конфликте, и они друг друга не понимают. И вот эта ваша чувственная сфера, да, когда вот интуиция, она могла бы вам помочь улучшить работу этой чакры, и, соответственно, улучшить вашу жизнь. Опять, прям, да. Тогда чакра заработает лучше и будет пропускать больше энергии. Соответственно, от этого и улучшится жизнь. Давайте посмотрим, какие руны помогут этот процесс запустить. Так как это видео общее, да, это не может иметь эффект, скажем так, как полноценной работы тет-а-тет, но мы с вами хотя бы начнем. Мы сюда положим руну Ансус. Я ее для вас активирую. Если вы согласны принять эту энергию, вы можете сказать «да, принимаю». Здесь мы с вами активируем эту руну Ансус для поточного состояния, для того, чтобы вам приходила информация на тему того, как больше доверять жизни, как больше доверять людям, но при этом сохранять себя, да, то есть не раздавать себя, не зажиматься, чтобы приходили возможности это проработать экологичным для вас путем. Если вы согласны, говорите «принимаю». Сейчас я еще зажгу свечку пару минут, даже секунд, я бы сказала. Кто тут у нас не хочет зажигаться?
мы пойдем другим путем. Давайте посмотрим вторую. Здесь еще есть доля коммуникации с другими людьми. Про коммуникацию было видео с рунами, по-моему, тоже одно из последних. Это для женщин. Я могу вам сказать очень хорошую вещь. То, что в принципе чакра работает хорошо. Она наполнена энергией, она наполнена эмоциями, да, и в целом тут выпало прям 2 семерки, 7 жезлов, 7 кубков, да, и если смотреть то, что это у нас получается в ряду 10 карт, да, вот этих, то 7, ну, как бы 7 из 10 вполне. Я считаю, что это хороший показатель. Можно, конечно, и лучше, как говорится, да, но в целом здесь все хорошо. Хотела вытащить карту, но подумала, что, как говорится, лучший враг хорошего. Давайте здесь оставим. Ничего здесь не будем делать. Посмотрим, что у нас вторая чакра у мужчин. А у мужчин пентакли. Все правильно, у женщин огонь, вода, а у мужчин земля. Все как положено. Так. Здесь сейчас скажу. Я бы сказала, что здесь все равно тоже вполне в гармоничном взаимодействии с противоположным полом. Чакры хороший энергообмен, хорошо работает. Сейчас одну еще тоже мы с вами посмотрим. Так скажем, закрепить результат. Тоже ничего не будем делать. Зато я поняла, почему хотелось разные карты положить, потому что это чисто женское, чисто мужское выпало. Здесь еще зажатые эмоции, посмотрите. Здесь хорошо все работает. Ничего тоже не будем добавлять. Со второй чакрой окей. Супер. Так, посмотрим третью. Что у нас с третьей чакрой? Чакра воли. Воля хорошая, стремление к целям тоже хорошее, но иначе бы вы не были трудоголиками, в принципе, то, что мы по сигнификации смотрели, да, и в данном случае даже эта чакра работает лучше, чем предыдущая. Соответственно, для мужчин это прям очень хорошо, для женщин есть что посмотреть, да. То есть вторая чакра получается немножко слабее, чем третья. Да? Здесь может быть возможен некоторый перекос в тему вот достигаторства, быстрее, выше, сильнее, захватить весь мир, так скажем. Да? И возможно, да, но это не у всех. Есть такая информация, что можете подзабивать на отношения и как сказать, либо они какие-то мимолетные, да, мимолетные встречи, у вас просто не хватает времени на какие-то женские штуки. Ну, сейчас четвертую посмотрим, мне прям вот на нее не зря, видимо, 3 выпало.
какие-то женские штуки, на женские удовольствия. То есть вот сюда можно подтянуть вот этим, да, каким-то построением отношений. Тут даже можно не взять и не противоположный пол. Это могут и быть и дети, и друзья, и родители, да. Вот немножко вот здесь женщинам есть даже чего скинуть. Но в целом перенаправить, точнее, не скинуть, а перенаправить эту энергию более немножко в мягкое русло. Для мужчин я не вижу здесь ничего такого плохого. У вас здесь хорошо, можно даже еще чуть-чуть и поднажать до 10 жезлов. Соответственно, давайте для женщин мы возьмем руну. Какая руна вам поможет? Руна движения. Угу. Здесь, смотрите, здесь кому-то может не хватать, то есть целей и планов очень много, амбиций много, как говорится, планы наполеонские, но нету действий. Тогда вот эта руна для вас, принимайте. Если у остальных все с действиями хорошо, можете не принимать. Давайте активируем эту руну Раидо на то, чтобы вы могли осуществлять свои планы, чтобы ваше пространство выносило вас, так скажем, в нужное время, в нужное место, к нужным людям, чтобы вы могли реализовывать ваши планы, намерения, идеи в мир. Если согласны, говорим про себя, принимаю. Так, давайте посмотрим 4-ю чакру. Так. А вот здесь самое интересное, да. В принципе, это тоже ожидаемо было из сигнификации. Немножко вы подзажали эту энергию. Кому-то ее даже не хватает. Но вот это может проявляться как состоянием нехватки любви. Меня никто не понимает. Или меня используют. Меня не хотят... Ненужность может быть, но не совсем здесь... Тут именно вот как нехватка. Хочется любви, каких-то чувств, да. Но вы, во-первых, сами защищаетесь от этого. А во-вторых, у вас чувственная сфера, она как будто немножко на нуле, да, только в самом начале. Либо у вас закрыто чувство, да, чувственность. Тело в том числе может быть немножко деревянным, да. Либо вам этого, в принципе, если у вас закрыта чувственность, вам этого не хватает, в том числе и от других людей. А если учесть, что люди наше зеркало, соответственно, если вы зажимаете чувства, то и другие люди для вас зажимают чувства. Здесь мы начали с того, что вы немного холодные, отстраненные, не доверяете людям. Опять-таки, я не призываю к тому, что нужно доверять всем и вся, да, то есть нужно в людях разбираться. Нужно доверять себе, да, доверять Вселенной, что вас ведут, да, и зачем-то вам это что-то дают. Вот. И когда вы доверяете себе и Вселенной, тогда вы проще коммуницируете с другими людьми. Здесь доверие не в плане, так скажем, лопоухости, не знаю, как это корректно сказать, да, и не хочется просто еще другое слово говорить. Но вот есть такая тема под закрытость. Давайте с вами. У кого-то, кстати, прям, да,
хотя в нашем мире это неудивительно, но есть прям сутулость, сжатые плечи, вот как у кого-то тяжесть может быть на плечах, да, опять-таки много на себе несете, вот возвращаемся, да, к первой чакре, вот насколько последующие чакры, они вот, ну, как бы с первой перекликаются, и слишком много на себя берете, энергии может не хватать это все сделать. Соответственно, когда делаете то, что не ваше, да, на этой энергии и не приходит то, что не вы это должны делать. Соответственно, 4-я чакра закрывается, уже ничего отдавать не хочется, уже живешь как робот, как говорится, чтобы просто уже отстали. Есть такое состояние. Давайте мы ее чуть-чуть подлечим. Начнем. Я даже не сомневалась, что здесь выйдет какая-нибудь женская руна, Лагус. Но вы не смотрите на то, что это женская руна, да, это все, что я сказала, для мужчин тоже оно так и есть. Я думаю, еще одну выложу. Я ее видела, она просто должна была выйти. 2 женские руны. Окей. Она здесь должна была быть. Просто. Хорошо, давайте 2. Оно раз вышло, значит, так и должно быть. Здесь еще как раз-таки, смотрите, 3-я чакра тоже может влиять. Вот это быстрее, выше, сильнее, никому не доверяй, только я сама, только я могу сделать лучше всех. Да, и это тоже все сюда, вот эти установки, они могут мешать. Не всегда они поддерживающие. Давайте мы здесь с вами активируем Лагус и Беркану, 2 женские руны. Лагус у нас здесь для потока. Прям, да, смотрите, легла на поток. Беркану для... Как формула активируем Лагус и Беркану для спокойствия, для пропускания потока чувственного, для ощущения любви, для раскрытия 4-й чакры, для раскрытия и исцеления сердца. Если принимаете, говорю, принимаю. Угу. Так, посмотрим с вами 5-ю чакру. Горло может болеть очень часто, либо, ну здесь давайте будем честными, кто-то любит и прикрикнуть. Тут 2 грани может быть, да, вы можете либо очень сильно орать, потому что устали, либо наоборот давить, да, свои вот эти позывы, что-то высказать, недовольство какое-то. Где-то вы давите, а на ком-то вы это вымещаете потом, да, соответственно, может, если ни на ком не вымещаете, то вымещаете потом на себе. Бетономешалка постоянно в голове, либо кто такой сякой, плохой и нехороший, да, либо про себя, все те же мысли, какой я плохой, сякой, нехороший и все остальное, даже дождь полил. И, может, даже слышите, я рядом с окном сижу. Соответственно, здесь прям у кого-то накипело. Ком в горле – это нормальная тема. Ну, в кавычках нормальная, конечно. Давайте здесь посмотрим, кто у нас
А здесь у нас Манас. Про коммуникацию с людьми. Сейчас мы с вами тогда активируем на исцеление коммуникации с людьми, исцеление горла, кому нужно. На исцеление взаимообмена с людьми. Кто готов принять, говорим принимаю. Делаем глубокий вдох и выдох. Так, у нас уже 30 минут, ну, в принципе, осталось 2 чакры. Посмотрим с вами 6-ю. А здесь, мои хорошие, кого-то даже хорошо, очень сильно хорошо. Смотрите, я вам как раз говорила про интуицию. Интуиция у вас хорошая. Вы можете часто говорить, и это мужчин тоже касается, вы можете часто говорить: а я так и думала, а я так и знала, а я так и чувствовала. Ну, либо, если вы мужчина, то с соответствующими окончаниями, что так может быть, что вот это нужно было предусмотреть. То есть у вас какие-то знаки могут подаваться, но вы их не слушаете. Это вот возвращаемся к 1-й чакре. Поэтому здесь у нас вышел, кстати, ансус. Я долго думала, почему у нас ансус. Это обычно про, больше про горловую чакру, да, но вот ваша склейка, так скажем. Что, давайте здесь положим, не добавить нечего. За счет того, что у нас 5-я чакра перекрыта, у вас просто вот это вот все до вас не доходит, скажем так. У вас это есть, но вы этим пользоваться либо не можете, либо не знаете, что с этим делать, либо отсекаете это. У кого-то может даже голова болеть местами. Голова, в ушах стрелять, что там еще, глаза сухие, особенно к вечеру уже вот это вот все. Есть такая тема. Давайте тоже положим. Так. Мы это с вами активируем. Руну Эйвас для большего доверия себе, для того, чтобы вы работали в команде со своей интуицией, чтобы вы лучше ее чувствовали, чтобы вы ее слышали. Мужчина тоже есть интуиция, поэтому если вам откликается, принимайте. Для того, чтобы интуиция вам подсказывала лучшие пути решения задач, целей и вопросов. Угу. Принимаю, кто принимает. И давайте мы с вами посмотрим 7-ю чакру. Так, да, видно. Но здесь неудивительно, так как 6-я довольно хорошо работает,
и открыта, только вы ее не слушаете, у вас, в принципе, дверь и на 7-й чакре тоже открыта, но вы опять-таки этим не пользуетесь. У вас есть доступ к духовности, возможно, вы даже это изучаете, и то есть на вас вот это, назовем ее так, безусловная любовь, божественная энергия сверху, она льется как из рога изобилия, да, видите, дверь-то открыта, и оттуда льется. Но вы, как говорится, решили поспорить, кто здесь главный. Вот. И вы с этой энергией в конфликте. Вы очень многое воспринимаете через голову, да, опять-таки сюда, да, не слушаете интуицию, не слушаете знаки. Поэтому у нас идет перекос по 1-й чакре. По факту вы живете на энергии 2-й чакры. В каком смысле? То, что она у вас хорошо работает, у вас есть там какой-то азарт, да, огонь внутри, и вы его выжигаете по факту на вот это все остальное, чтобы все вот это остальное тоже работало. Вот из 2-й чакры вы поэтому и не можете максимум получить. Возможно, отношения не так интересны, как могли бы, да, либо, например, интимная сфера не такая яркая, как хотелось бы, потому что все сюда уходит, чтобы вот это все пробить и вот это поддержать, потому что фундамента нет, да. Опять-таки фундамент нам поможет вот эта вот интуиция, сердце, да, очень перекрыто. Очень глубокий, на самом деле, исцеляющий расклад от того, что вы хотя бы поймете, откуда у вас эти все причины, вы уже начнете задумываться, искать варианты. Если у вас возникает вопрос, я не знаю, как поменять, все головой понимаю, вам в мое видео, которое несколько видео ранее, не знаю, что делать, как поменять жизнь, как начать. Вот я вам там даю очень простую технику, вот просто. Главное не забывать это делать. Посмотрите. Соответственно, у кого-то здесь даже претензии, да, к вышестоящим лицам, скажем так, что почему мне все так трудно дается, почему мне в жизни сложно, за что мне это все, почему другим легче, чем мне, в чем я виновата, в чем я провинился, за что ты так со мной. Да? У кого-то это к Вселенной претензии, у кого-то это к Богу претензии. Смысл один и тот же на самом деле. И вы здесь пытаетесь тягаться. То есть для кого-то там даже это вот, Вселенная, высшие силы, это вот что-то такое страшное, которое сидит там и меня наказывает, да, ой, не меня, а там вас, не надо мне таких установок, вот. Либо что там Бог это какой-то старец, который сидит на облачке и всем грозит пальчиком, кто там ай-яй-яй, себя плохо вел, и в этом году подарков недостоин. Вот. Это тоже все вот убеждения, которые сидят на 7-й чакре, которые вам мешают быть в гармонии и вот этот вот поток, в принципе, принимать. Поток, видите, он намного больше, чем даже дверь, в которую он заходит. Соответственно, убрав вот эти установки, вы можете колоссально облегчить свою жизнь. Давайте положим тоже руны, чтобы это исцелить. Я тоже, в принципе, не удивлена, вот даже слово забыла. Не удивлена этой руне, потому что это именно руна того, что баланса со Вселенной, включение в высшие сферы с божественным. Вот отлично. Давайте мы с вами ее активируем. Активируем руну Дагас для того, чтобы те, кто смотрит это видео, у них проработалось взаимодействие с высшими силами, с потоком безусловной любви, с принятием информации, с
с высшими, от высших сил, от Вселенной, от интуиции в том числе. Проработать для тех, кто готов, обиды на Бога, на Вселенную, на мироздание. У кого голова заболела, сопротивление пошло. Дышите тогда глубже, если голова заболела. Чтобы проработалось наилучшим, наивысшим, наиболее благоприятным образом для всех, кто готов это принять. Дышим глубоко. И про себя говорим «принимаю». Прям такое состояние тишины. Сейчас еще некоторые работы сделаю. Вы можете пока посидеть, подышать в этом состоянии. Руны поставлены на неделю, потому что у всех разные, так скажем, запросы, разные блоки, да, разные пропускная способность, да, и неделя это, в принципе, начало, так скажем. Вам будут приходить какие-то подсказки, какие-то мысли, что поменять, что сделать. Лучше записывайте сразу, потом забудете. Еще раз лучше записывайте куда угодно, в телефон, на листочке, на аудио, потому что руны будут давать вам идеи, будут давать на что-то энергию. И это порой такие озарения, которые вы потом действительно забываете, потому что есть сопротивление мозга, ему очень сложно что-то менять, ему не очень хочется, чтобы вы что-то меняли. Опять-таки посмотрите видео про как изменить жизнь, там я про это рассказываю. И, соответственно, может быть какая-то сонливость, либо наоборот какие-то завяжутся события. Если что-то вдруг вам происходит, вам это не нравится, всегда можете про себя сказать, что вы отменяете, да, вот это все действо, да, отменяете принятие действий рун. Ну, соответственно, если вы не готовы, то изначально лучше все это отменить. Если у вас есть какое-то недоверие, если вы думаете, что там что-то плохое обязательно произойдет, да, ну не принимайте это. Можете прямо сейчас сказать «отменяю», просто этот расклад взять как информативный, поработать какими-то своими инструментами, либо с психологом, либо еще как-то проработать. Вот. Кто принимает, оставляем. Я считаю, что это прям был очень глубокий расклад, он очень долго у меня созревал. Мне понравилось. Напишите, как вам. Это прям готовая такая проработка, причем сразу по 7 чакрам. Расклад работает тогда, когда вы это открыли. Соответственно, единственное, что тем, кто посмотрит первым, им достанется немножко побольше энергии из этого всего.
Вот. Но информация здесь очень ценная, да, то есть по факту, по всем чакрам, что изменить, куда посмотреть и где что лежит. Спасибо вам за ваши комментарии, лайки, подписки. Мне очень приятно. Это меня мотивирует дальше снимать, дальше что-то придумывать, потому что мне хочется, чтобы данный канал не был таким развлекательным инструментом, да, что где можно посмотреть, кто про что думал, кто про что обо мне сказал, кто что обо мне чувствует, и когда вернется Вася, Петя и все остальные же с ними. Здесь мне хочется, конечно, чтобы люди приходили к себе, когда мы становимся настоящими, когда мы возвращаемся к себе, наша жизнь становится намного лучше сама по себе. Ну, как сама по себе? Конечно же, чтобы вернуться к себе, вы делаете какие-то действия. И ваш труд, он потом вам, как сказать, приходят дивиденды, да, от этого, что вы над собой поработали, вы в себя посмотрели, вы стали еще ближе к себе. Вы стали понимать себя больше, вы стали понимать, почему происходит так, как чего поменять, куда чего, где сделать, да, и инструментов у меня очень много, на самом деле, не только таро, не только руны, у меня и знаний много, но, например, таро — это просто то, что очень понятно людям, да, то, что даже, так скажем, не пугает людей, да, то, что они могут посмотреть, и им наиболее легким путем это зайдет, да, потому что расклады, я знаю, смотрят многие, даже те, кто не верит в это все, соответственно, это наиболее легкий способ, так скажем, передачи для меня, который я вот сейчас вижу, для передачи информации в массовый, так скажем, канал, да, потому что на моем видео я записывала и просто аудиоподкасты, мне есть чем поделиться, можете посмотреть, там это год назад еще было. Вот. Ну, здесь наглядно, красиво, эстетично, понятно и для многих людей. Я надеюсь, что вы досмотрели до конца. Кто досмотрел, маякните. Очень интересно. Вот. Спасибо вам за ваше время, за то, что вы стремитесь к себе, а я, соответственно, вам в этом помогаю. До новых встреч!